Животные действительно замечательны. Каждое утро белоголовый орлан заходит навестить своего лучшего друга, кота. Но однажды происходит неожиданное событие. Когда Энни услышала громкий звук у своей двери и крик орла, она быстро выбежала на улицу, беспокоясь о своем коте-спасателе, живущем на улице. Дикие животные живут рядом с их домом, и она беспокоилась о безопасности своих кошек. Это беспокойство было вызвано опытом, поскольку она однажды подобным образом потеряла собаку. Энни посетила единственный продуктовый магазин в своем маленьком сельском городке. В доме был только магазин и врач, но не было ветеринара или многих других служб, таких как химчистка или стоматология. Энни, которая работала копирайтером, могла работать где угодно и выбрала уютный домик в лесу. Это место было ее домом, с крыльца которого открывался безмятежный вид на лес. Однако жить здесь означало идти на определенный риск. В продуктовый магазин зашла одна из пожилых женщин. В руках у нее была корзина. Как только она увидела Энни, она направилась к ней. Энни выросла в этой деревне, и ее родители подарили ей свой домик. Она была настоящей местной жительницей, и все ее знали. Они знали, что у нее доброе сердце, и она любит животных. Они также знали, что она прошла несколько онлайн-курсов для ветеринаров. Она хотела узнать, как ухаживать за своими животными, поскольку поблизости не было ветеринаров. Из-за этого она уже потеряла собаку. Поскольку поблизости не было ветеринара, бедная собака истекла кровью от ран, полученных при нападении орла. Как только хозяйка подошла к ней, она открыла корзину, и внутри оказались два самых маленьких котенка, которых Энни когда-либо видела. Мать потерялась, когда ее поймала лиса и оставила этих двух котят сиротами. Пожилая женщина обожала свою кошку, которая потерялась, но у нее не было сил присматривать за двумя новорожденными котятами. Ей предстояло приложить немало усилий, чтобы кормить их вручную каждые несколько часов и уделять им все необходимое внимание. Однако она хотела, чтобы у них были хорошие шансы на успех в жизни, и, пытаясь понять это, сразу подумала об Энни. Первым побуждением Энни было отказаться. Она привязалась к котятам, и не было никакой гарантии, что она сможет помочь им выкарабкаться. Но тут один из котят, черно-белый котенок, зевнул. Это было восхитительно. Энни знала, что должна попытаться, несмотря на опасность для собственного сердца. Она купила все необходимое, включая заменитель молока и детскую бутылочку. Ей приходилось кормить их из бутылочки каждые 2 часа, так как они были еще совсем маленькими. Это было утомительно. Она кормила их и носила с собой в сумке на груди своей куртки в течение всего дня. Котята могли спать там, прижавшись к ее сердцу и прижавшись друг к другу. Это помогало им чувствовать себя спокойно и комфортно. Они подросли, и у них открылись глазки. Было удивительно видеть, как они становятся пушистыми и пухленькими. Когда им было около 4 недель, она решила, что пришло время дать им имена. До этого момента она не хотела этого делать, потому что постоянно боялась их потерять. Если бы она дала им имена, это было бы слишком серьезно. Но они начали есть твердую пищу, были игривы и счастливы. Она уже знала, что оставит их, если у них все получится, и надеялась, что так и будет. Она назвала черно-белого котенка пандой, а второго счастливчиком. После этого они быстро окрепли. Два котенка были такими уверенными в себе и счастливыми, и им просто нравилось гулять. Энни не хотела, чтобы они играли на улице. Там было слишком много опасностей. Но котята отказывались слушать. Они хотели гулять при каждом удобном случае. Если Энни открывала окно, они пытались проскользнуть внутрь. Если у нее была открыта дверь, они пытались проскользнуть сквозь сетку. Энни и кошки все время ссорились. В конце концов, она решила ненадолго выводить их на прогулку, чтобы они могли понаблюдать за ними, пока она будет рядом. Удивительно, но котята не захотели уходить далеко. Они просто ложились спать на крыльце, греясь на солнышке,
а потом играли в траве прямо за домом. Потом они сразу возвращались в дом. Это заняло некоторое время, но в конце концов Энни поверила, что они останутся рядом. Она по-прежнему присматривала за ними, когда они играли на улице, но больше не сидела с ними постоянно. Пока они там гуляли, однажды из-за этого случалось что-то странное. Энни сильно пугалась. Она работала, и Лаки сидел у нее на коленях, а панда играл на улице. Внезапно Энни услышала нечто, от чего у нее кровь застыла в жилах. Она услышала крик орла. В их районе было много белоголовых орланов, и она испугалась, что белоголовый орлан может легко схватить панду и унести ее. Она посадила Лаки на стул и побежала к двери, но потом остановилась, не решаясь выйти. Панда прохлаждалась на перилах крыльца, а рядом с ней сидел маленький белоголовый орлан. Орлан был очень молод. У него все еще были более пушистые перья, чем у взрослого белоголового орлана. Казалось, он практиковался в полете и не мог продвинуться дальше. В такие моменты панда, вероятно, могла бы причинить орлу больше боли, чем птица могла бы причинить ей. Но она этого не сделала. Она просто расслабилась рядом с ним. В какой-то момент она придвинулась ближе, и птица просто прижалась к ней. Это было невероятное зрелище. Энни продолжала смотреть на небо, на случай, если родители орла придут его искать. Но небо было голубым, и она не увидела там ничего, что могло бы ее встревожить. Энни не была уверена, стоит ли ей выходить, что-то выходить, чтобы помочь орлу. Но панда все предусмотрел. Она спрыгнула на землю рядом со своей миской с едой и водой. В ней еще оставалось немного еды, и она как будто показывала орлу еду. Он спрыгнул с перил и выпил воды. Около часа кошка и птица сидели спокойно. И даже когда Лаки вышел на солнце, орел не испугался. Лаки даже не взглянул на орла. Панда общалась с ним гораздо больше, чем ее брат. Через час орел начал хлопать крыльями. Он отдохнул, и пришло время уходить. Он немного поборолся, пытаясь взлететь, но потом улетел. Это было потрясающе, и Энни не могла поверить, что такое случается раз в жизни. Или, по крайней мере, она верила, что такое случается раз в жизни и больше никогда не повторится. Но уже на следующий день орел вернулся. Как только панда увидела его на крыльце, ей захотелось выйти и потусоваться с ним. Орел вырос и окреп, но они с пандой остались лучшими друзьями. Он приходил в гости каждый день и никогда не казался агрессивным. Это было довольно удивительно, но вскоре все приняло еще более странный оборот. Панда стонал у ног Энни и не переставал. Обычно Лаки была более шумной кошкой, которой хотелось приласкать ее, но как бы Энни не пыталась взять панду на руки, та не хотела уходить. Она хотела, чтобы Энни последовала за ней. Энни встала и последовала за котом на улицу. Она сбежала с крыльца и в первый раз в жизни побежала в лес. Энни бросилась за ней, чтобы не дать ей уйти слишком далеко. Но она не понимала, что кошка куда-то ведет ее, пока панда не остановилась перед деревом. Белоголовый орлан застрял на одной из нижних веток. Его крыло зацепилось за ветки и выглядело поврежденным. Энни подумала, что это, вероятно, друг панды, и ему нужна помощь. Она пошла за одеялом, перчатками и стремянкой. Она взобралась на орла и завернула его в одеяло. Затем осторожно освободила крыло. Как только он освободился, она отнесла его обратно в дом. Там она завернула ему крыло и положила в большой ящик со свежим мясом и водой, чтобы он мог отдохнуть. Его крыло должно было зажить, и тогда она отпустит его. Она была просто рада, что он привык к ней. Иначе он, возможно, не был бы таким спокойным, пока она перевязывала его. Затем она вышла на улицу, чтобы убедиться, что панда и Лаки все еще рядом. То, что она увидела, потрясло ее. На крыльце были две кошки, но также и друг панды, орел. Это означало только одно. Орел, за которым она ухаживала, был совершенно другой птицей. Он, должно быть, понял, что Энни помогает, потому что мог бы убрать ее руку, но не сделал этого. Она присматривала за вторым орлом, пока у него не зажило крыло.
По мере того, как он становился сильнее, кошки все время появлялись в доме, и он привык к ним. Энни выносила клетку на улицу по утрам, когда другой орел прилетал навестить ее, и тогда он мог видеть всех остальных животных. Через некоторое время пришло время выпустить раненую птицу. Он стал намного сильнее и был готов к полету. Она поставила корзину на крыльцо и медленно открыла дверь. Орел вылез и расправил свои гигантские крылья. Он взмахнул ими несколько раз, а затем взлетел. Это было так величественно, что Энни расплакалась. На следующее утро она была удивлена. Оба орла прибыли на утренний визит. Это было потрясающе. Панда и первый орел были лучшими друзьями и, как обычно, обнимались. Но им всем нравилось проводить время вместе. Каждое утро этот белоголовый орлан навещал своего лучшего друга кота. Но однажды что-то должно было случиться, что нарушило бы их покой. Однажды утром Энни выглянула на улицу и увидела, что две кошки и два орла мирно дремлют на солнышке. Панда и ее друг сидели рядом, обнявшись. Она вошла в дом, чтобы поработать, и примерно через час там начался хаос. Она услышала крики орлов, а кошки издавали громкие звуки. Когда Энни выглянула в окно, один из орлов спикировал вниз, по-видимому, атакуя. Что-то заставило орлов обернуться против кошек. Энни схватила первое попавшееся оружие, которым оказался зонт. Она выбежала на улицу. Кошка сидела в дверном проеме, когда орлы спикировали на что-то недалеко от опушки леса. Они не нападали на кошек. Вместо этого они пытались отогнать что-то другое. Энни заметила молодого рыжего лисенка, который прятался в кустах, а орел все еще нападал на него. Казалось, что орлы пытались защитить своих друзей-кошек. Маленький лисенок прятал морду в густой траве и не выходил. Он не был похож на крупного хищника. Вместо этого он выглядел испуганным и одиноким. Энни не боялась орлов. Они тоже не причинили бы ей вреда. Она прогнала их и подошла поближе к кустам, чтобы получше разглядеть лису. Лисенок был едва ли не младенцем, и у него была страшная рана на боку. Было похоже, что на него напал лось или олень и ранил его своими рогами. Рана была глубокой. Она знала, что рыжий лис может напасть на ее кошек, но Энни ни за что не оставила бы это животное страдать, если бы могла ему помочь. Она бы это сделала. Она снова принесла большую клетку и одеяло, завернула в них лисенка, чтобы отнести его обратно в дом. Она дала ему успокоительное, чтобы он заснул, затем обработала его раны и наложила швы. Она могла только надеяться, что рана не затронула какие-либо важные органы. Она была полна решимости сделать все возможное для выздоровления лиса. Она подержала его у себя некоторое время, и ему стало намного хуже, прежде чем он поправился. У бедного лиса поднялась температура, и Энни всю ночь сидела с ним, обтирая его губкой и пытаясь привести в чувство. Это было страшно. Кошки оставались с ней всю ночь, и в какой-то момент панда даже свернулась калачиком рядом с лисом, чтобы успокоить его. Панда была заботливой кошечкой, и она всегда заботилась обо всех других существах, с которыми общалась. Мне всегда казалось, что другие животные реагируют на излучаемую ею позитивную энергию. К утру лисенку стало лучше, хотя он все еще был довольно слаб. Он проспал несколько часов в клетке, а затем Энни накормила его, как и орла. Она также выставляла его на улицу утром, когда орлы прилетали на свой ежедневный визит. Ее намерение состояло в том, чтобы животные привыкли друг к другу, но не потому, что она планировала оставить лису у себя, а в надежде, что если они будут взаимодействовать в дикой природе, то, возможно, оставят друг друга в покое. Что еще более важно, она надеялась, что дикие животные оставят в покое ее кошек, если они когда-нибудь снова встретятся. Она присматривала за лисом в течение нескольких недель, а затем отвела его подальше в лес и отпустила его. Рана зажила, и он чувствовал себя хорошо. Энни очень надеялась, что у него и дальше будет хорошая жизнь. Ее животные были в безопасности,
И все вернулось на круги своя. Орлы приехали в гости, и два кота жили своей лучшей жизнью в качестве избалованных домашних животных. Однажды утром, во время их обычного визита, Энни ждал еще один сюрприз. Выглянув на улицу, она заметила, что на крыльце были не только орел и кошки. К ним присоединился рыжий лис, и все они мирно сосуществовали. Все животные выглядели расслабленными и непринужденно себя чувствовали, создавая замечательную картину. На протяжении всей своей жизни панда, ее кошка, приносила домой различных раненых и бродячих животных, и вместе им удалось спасти многих. Они сформировали эффективную команду, вдохновленную добротой, и именно эта доброта позволила им стать свидетелями таких особенных моментов. Вы бы хотели ухаживать за новорожденными животными? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо, что следите за новостями. Оставайтесь с нами, чтобы услышать еще больше удивительных историй.